Срочные новости. Чингук в ярости. Причина. Тэхён улетел в Лос-Анджелес без приглашения. Смотрите самую смешную драму недели. Хён улетел без меня. Тем утром в общежитии было тихо, лишь слабая вибрация телефона Чингука нарушала тишину. Он только что проснулся, волосы растрепаны, глаза едва открыты, когда он посмотрел уведомление из Твиттера. Его глаза сразу расширились, когда он прочитал: Тэхён вылетел в Лос-Анджелес сегодня. «Что?» — закричал он, напугав свою собаку. Он пролистал видео, где Тэхён спокойно машет в камеру в аэропорту. Неосознанно Чингук надул губы и прошептал: «Хён, почему ты ничего не сказал?» Быстро схватив телефон, он открыл их групповой чат. Он быстро напечатал: «Хайоэн, ты в Лу. Без меня». Прошло несколько секунд, 2 галочки, но ответа нет. Он прикусил губу, подождал, потом снова написал: «Я мог бы помочь нести твой чемодан, знаешь ли». Ответа все еще не было. Наверное, Тэхён уже сел в самолет. «Ну ладно, тогда я сам поеду в Лу», — пробормотал он, делая вид, что злится. Тем временем, в аэропорту, Тэхён сидел в зале ожидания с чашкой кофе в руке. Он заметил, что уведомления в групповом чате не прекращаются. Улыбаясь, он прочитал сообщения Чингука одно за другим. «Наверное, он дует губы», — подумал он, сдерживая смех. Он начал печатать: «Я ненадолго, не ревнуй». Но прежде чем отправить, он отложил телефон и сделал еще глоток кофе, специально, чтобы подразнить Чингука. В общежитии Чингук продолжал смотреть на экран, ожидая, когда появится «печатает». «Этот Хён нарочно так делает», — ворчал он, кутаясь в одеяло. Он открыл Инстаграм и увидел пост фан-сайта: «Счастливого полета, Тэхён». «Счастливого полета. Вот я приеду, тогда посмотрим», — пробормотал он. Он открыл приложение для бронирования билетов, притворяясь, что ищет рейс в Лу. «Посмотрим, каково это, когда я появлюсь без предупреждения», — сказал он с хитрой улыбкой. Через несколько часов, наконец, пришло сообщение от Тэхёна: «Кукия, я куплю тебе подарок потом. Не дуйся, ладно?» Чингук сразу прочитал, но сделал вид, что безразличен. «Подарком не искупишь, что оставил меня», — тихо сказал он. Но на лице уже появилась легкая улыбка. Скрыть радость не удалось. «Ладно, на этот раз прощаю, но в следующий раз я еду с тобой», — произнес он, тихо посмеиваясь. Наступила ночь, и Чингук смотрел на то же небо, под которым летел самолет Тэхёна. Хотя сначала он сердился, на душе стало тепло, думая о своем Хёне, который усердно работает. «Береги себя там, Тэхён-хён», — прошептал он. Он включил тихую музыку, лег на диван и улыбнулся. Новое уведомление: «Люблю тебя, бро, красное сердце, Атена». Чингук ответил просто эмодзи. Этого было достаточно, чтобы сказать: «Я тоже». На следующее утро Чингук проснулся раньше обычного, что было редкостью. Он сразу схватил телефон, надеясь на новое сообщение от Тэхёна. Но вместо этого увидел видео фан-сайта из аэропорта. Тэхён шел спокойно, его волосы развивались на ветру, а на лице сияла улыбка. «Он даже аэропорт превращает в подиум», — пробормотал Чингук с легкой досадой и восхищением. Затем, притворяясь ревнивым, добавил: «Хён, не будь таким крутым без меня». Днем Чингук сидел на диване, листая ленту. Хэштег «Решетка Таюнгинла» уже был на первом месте в трендах. «Вау, весь мир узнал раньше меня», — вздохнул он театрально. Он написал шутливый твит: «В следующий раз возьми меня с собой, Хён». Фаны тут же взорвались, решив, что Чингук и правда обиделся. Но он лишь хихикнул, наслаждаясь вниманием. В Лос-Анджелесе Тэхён только прибыл в отель и проверил телефон.
Он читал новости и комментарии фанатов про расстроенного Чингука. Смеясь, он написал: «Ты настоящий король драмы, Куки». Чингук быстро ответил: «Я не драматизирую, я расстроен». Тэхён ответил: «Ладно, позже пришлю тебе видео». Чингук перестал печатать, делая вид, что ему все равно, хотя улыбку скрыть не смог. В тот вечер Тэхён отправил короткое видео с балкона отеля. Мягким голосом он сказал: «Кукия, посмотри на этот вид, он потрясающий». Потом, улыбнувшись, добавил: «Но было бы веселее, если бы ты был здесь». Чингук пересмотрел видео несколько раз, потом уткнулся лицом в подушку. «Этот Хён знает, как заставить меня таять», — пробормотал он. Затем быстро напечатал: «Жди меня там на следующей неделе, я серьезен». Тэхён увидел сообщение и просто ответил эмодзи. «Что, он правда приедет?» Подумал он, усмехаясь. Он отправил фото с подготовки к Тиртер-Попуп с подписью: «Перед шоу успел на кофе. Не ревнуй, Кукита». Чингук пролистал вниз и снова увидел, что Тэхён в трендах. «Хорошо, тогда мне придется выглядеть круче, чем он», — сказал он, открывая шкаф. Через несколько дней Тэхён блистал на мероприятии Тиртер, очаровывая всех своей улыбкой. В Корее Чингук смотрел трансляцию, приподняв бровь. «Хён — звезда, где бы он ни был», — сказал он тихо, без ревности. Он отправил сообщение: «Ты отлично справился, Хён. Горд за тебя». Через несколько минут Тэхён ответил фото с 2 стаканами кофе. «Один для меня, один для тебя. Не дуйся, Долгот». На следующий день Чингук доказал, что не шутил. Он тайно освободил расписание, забронировал рейс в Лос-Анджелес. «Он думает, я шучу», — сказал он, улыбаясь подтверждению брони. Он выбрал место у окна, чтобы сфотографировать облака и отправить Тэхёну. Перед сном написал: «Сделай так, чтобы там была хорошая погода». Тэхён, ужиная, прочитал сообщение, не понимая, о чем речь. Через 2 дня Тэхён снова был на мероприятии Тиртер, элегантный и сияющий. Вспышки камер, фанаты кричат, журналисты ловят каждый его шаг. Посреди всего этого телефон завибрировал, сообщение от Чингука. Фотография, облака из окна самолета. Тэхён уставился на экран и улыбнулся. Так он действительно прилетел. Он ответил одним словом: «Иди». Через несколько часов Чингук приземлился в Лос-Анджелесе, в худи и маске. Даже стараясь не выделяться, он был мгновенно узнан фанатами. Аэропорт взорвался. «Надо было еще одну шапку надеть», — пробормотал он, улыбаясь. Он отправил сообщение: «Хён, я приехал. Не пугайся». Тэхён засмеялся, читая это в номере отеля. «Этот парень никогда не перестает удивлять», — сказал он, готовя сюрприз. Когда Чингук постучал в дверь, он не ожидал, что Тэхён откроет сразу. Тэхён стоял в дверях, тепло улыбаясь и держа 2 стакана кофе. «Один для тебя», — сказал он просто. Чингук застыл на мгновение, потом рассмеялся. «Ты был готов, да». Они сели на балконе, наблюдая закат. Слов не нужно, только легкий смех, наполняющий воздух Лос-Анджелеса. «Так ты приехал просто посердиться», — поддразнил Тэхён. Чингук покачал головой. «Я приехал доказать, что могу приехать, когда захочу». Тэхён усмехнулся. «Ты не умеешь сидеть спокойно. А ты слишком крут перед камерами», — быстро ответил Чингук. Они рассмеялись громко, привлекая внимание персонала. «Видишь, даже за границей мы создаем шум», — сказал Тэхён, похлопав Чингука по плечу. Наступила ночь, огни Лэ мерцали под ними. Тэхён посмотрел в небо и мягко сказал: «Иногда я забываю, как быстро летит время». Чингук кивнул, но когда мы вместе, время будто останавливается. Тэхён взглянул на него и тепло улыбнулся.
«Не удивляй меня так часто», — сказал он полушутя. Чингук рассмеялся. «Хорошо, но обещать не могу». На следующее утро их заметили, идущих по улице Лу в повседневной одежде. Фанаты сфотографировали, как они смеются в маленьком кафе. Хэштег «Решетка Тикукинлер» мгновенно стал вирусным. «Теперь весь мир знает, что я больше не сержусь», — написал Чингук под фото. Тэхён ответил в комментариях: «Вот видишь, все равно приехал». Интернет взорвался. Драма закончилась счастливым концом. Последний вечер в Ли они провели на том же балконе, разговаривая часами. Кофе закончился, но смех не утихал. Тэхён посмотрел на Чингука и тихо сказал: «Знаешь, я рад, что ты приехал». Чингук улыбнулся. «Я тоже, Хён. Больше не уезжай тайком, ладно?» Они рассмеялись и посмотрели на звезды, гаснущие на западе. Незапланированное путешествие закончилось теплыми воспоминаниями и множеством смеха. Они могут шутить каждый день, но за их смехом скрывается настоящая братская связь. Лос-Анджелес стал свидетелем того, что расстояние никогда не разделит настоящих друзей.